там бездорожье. Нет. На ту гору мы пойдем? Сейчас смс прислала. Ожидается плюс 30-32 градуса в Мурманской области. Опять я сгорю. Полярный альпийский ботанический сад. Самый северный сад. Всем привет! С вами Леха, вы смотрите канал «Активная жизнь». Эта серия – продолжение фильма о большом мотопутешествии на север, совершенном в 2021 году. В прошлой серии мы ездили в село Варзуга. Побывали на месторождении аметистов и переночевали в палатке на берегу Белого моря. Сегодня же мы отправляемся в Кировск и посетим не менее интересные места. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите свои комментарии к фильму. Обязательно все обсудим. Просыпаемся, собираем вещи, палатку и отправляемся в путь. Стартуем с берега Белого моря пораньше, чтобы не ехать толпой по грунтовке в тучах пыли. Расстояние на сегодня примерно 350 километров. Конечная точка – город Кировск. Там мы остаемся и гуляем пару дней. После покатушек по Терскому берегу мы обнаруживаем несколько неисправностей на мотоцикле. Почти порвался трос сцепления и потекло переднее левое перо. Тем не менее, подвеска все еще работала, а на случай обрыва троса сцепления Димон поделился с нами парой метров универсального троса. Ведь наш держался буквально на 2 нитках, а ближайший магазин мотозапчастей находится в Мурманске. Но до него нам еще ехать и ехать. Сейчас хотя бы просто добраться до цивилизации, где при необходимости можно найти помощь. Выезжаем на трассу Кола и двигаемся в сторону Мурманска. Качество асфальта сносное, дорога почти пустая. От такой дороги получаешь одно только удовольствие. Едешь и наслаждаешься видами. В скором времени на горизонте появляются горы. Это горный массив Хибины. Хибины – это самый крупный горный массив на Кольском полуострове. Самая высокая вершина Хибин – это Юдач-Вумчор. Ее высота примерно 1200 метров. Название горы от саамского дословно можно перевести как «гудящая гора». Говорят, что гора и в самом деле периодически издает странные звуки. Связывают это явление с воздействием ветра. По мнению ученых, геологический возраст горного массива около 390 миллионов лет. Среднегодовая температура здесь минус 3 градуса. Средняя температура в июле плюс 13. На территории Хибинского массива находятся крупнейшие месторождения апатитно-филиновых руд. На сегодняшний день здесь найдено более 500 видов минералов, десятки из которых имеют практическую ценность. И 110 из них не встречаются больше нигде на нашей планете. У подножия гор расположились 2 города – Апатиты и Кировск, а также полярно-альпийский ботанический сад. Проезжаем еще немного и ближе к обеду мы приезжаем в город Кировск. В 1929 году здесь началась разработка залежей апатитно-филиновых руд, что положило начало горному промыслу и созданию комбината апатит. Одновременно с развитием рудника и фабрики возводился город Хибиногорск. В 1929 году в строящийся рабочий поселок стали прибывать эшелоны спецпереселенцев, которых расселяли в палатках, землянках и шалманах. Одновременно на знаменитую стройку прибывали и добровольцы, в основном из Ленинграда. Активное участие в развитии горнодобывающей промышленности Кольского полуострова принимал Сергей Киров, знаменитый государственный деятель. А в 1934 году город Хибиногорск переименовали в честь Сергея Мироновича, и с тех пор он называется Кировск. Кировск также по праву считается центром горнолыжного спорта. Сама природа его создала таким, окружив город горами с 3 сторон. На склонах гор Айку-Авенчор и Кукис-Вумчор традиционно с 1937 года проводятся всесоюзные республиканские соревнования. Историческая справка. 1 декабря 1934 года
Поздно вечером в Ленинграде Сергей Киров был убит выстрелом в затылок. Спустя несколько часов было объявлено, что он стал жертвой заговора врагов советской власти, после чего из Ленинграда потянулся так называемый Кировский поток высланных и репрессированных. Однако позже все же признали, что убийство было бытовым, на почве ревности. Уважаемые зрители, если вам интересна эта история, напишите в комментариях, обязательно подготовлю про это фильм. Как и в 2019 году, разместились мы в гостинице «Тирвас». Пожалуй, это одна из лучших гостиниц города, а виды здесь со смотровой площадки без преувеличения прекрасны. Можно запросто залипнуть так на лавочке, на час или два, наслаждаясь шумом бурлящих потоков горной реки Вуд-Яврию. На берегу реки раскинулся Полярно-Альпийский ботанический сад. Это самый северный ботанический сад в России и один из 3 крупнейших ботанических садов в мире, которые находятся за полярным кругом. В него мы дальше и пойдем. Полярный Альпийский ботанический сад. Самый северный сад. Основан 3 октября 1931 года в составе Хибинской исследовательской горной станции Академии наук СССР. На тот момент это был первый в мире ботанический сад в Заполярье. А идея создания этого сада принадлежала Николаю Александровичу Аврорину, молодому ботанику, который и предложил ее на совещании собраний исследовательских партий, работавших в этот год в Хибинах. Николай Александрович был первым руководителем сада. В настоящее время заповедник выполняет несколько функций. В первую очередь это научно-исследовательский институт, изучающий растительный мир. В основном изучает арктические экосистемы Мурманской области и архипелага Шпицберген. В других регионах России, конечно же, тоже ведутся работы в формате экспедиций. Здесь расположены уникальные коллекции растений, а также имеется огромная оранжерея с тропическими растениями. О, как жарко здесь. Это банан. Ну, не совсем, это стрелицы, ближайший родственник банана. Были похожи. Да, они раньше даже в один вид входили, потом их разделили, стрелицы и плодовники. А, Они понятно. только цветут, что называют цветок красной птички. Цветок головы птицы, например. Со всем этим разнообразием можно ознакомиться в сопровождении экскурсовода, параллельно слушая интересные рассказы как о самом заповеднике, так и о экспонатах, которые здесь есть. Смотри, столетник. Смотри, какой. Молочай. Не похоже на вас. Раскидистый. А, это молочай колючий? Молочай. А у меня, по-моему, не колючий он рос. Ну, вот тоже, например, тоже молочай. Да, вот у меня, мне кажется, такой был. Такой дома держать опасное занятие. Ну, опасный, да. Если когда-нибудь будете в этих местах, очень рекомендую посетить заповедник. Единственное, планируйте свое посещение заранее, так как экскурсия здесь проходит по графику, а посещение возможно только в составе с экскурсоводом. По этой причине в 2019 году нам не удалось здесь побывать. Зато удача улыбнулась в 2021 году. Да и погода для прогулок в заповеднике самая подходящая сегодня. Наслаждаемся видами, а после берем такси и едем дальше гулять в город. Следующая локация в Кировске, которую очень хочется посетить, это музей камня. Музейно-выставочный центр «Апатит» находится на проспекте Ленина в городе Кировск. Сразу же после входа музей начинает впечатлять своими масштабами и оснащением. Осматриваемся в холле и проходим в зал номер 1. Выставочный центр – это корпоративный музей группы компании «Фосагро». Зал номер 1 посвящен этой компании. Здесь есть информация о группе компании и производимой ей продукции. Далее проходим в зал номер 2. Здесь находятся различные экспонаты со времен развития горнодобывающей промышленности в Хибинах. Имеется много наград, грамот и орденов,
и других исторических документов. Музей насыщен различными интерактивными стендами, содержащими множество интереснейших документов, карт и видео. Но больше всего в зале номер 2 тронуло наличие шахтного телефона, по которому, набрав определенный номер, можно услышать легендарных личностей того времени – Сергея Кирова, Александра Ферсмана, Григория Пронченко. Спецовка есть? Инструментом обеспечены? Вы не стесняйтесь, говорите мне всю правду. Спецовка есть. Вот эта техника не по нашему времени, товарищ Кир. За смену много тонн руды перебросаешь в вагонетку. Надо что-то придумать, чтобы механически грузить руду. Да и откатывать-то надо не лошадиными двигателями, а механической тягой. Что же касается другого, Сергей Миронович, то жаловаться не на что. Все обстоит хорошо. Правильно, товарищ. Здесь нужна техника. Понятно, что это всего лишь запись, но впечатление производит. Проходим в зал номер 3. В этом зале располагается экспозиция с памятными подарками, подаренными в честь юбилейных дат Кировскому филиалу АО «Апатит». Дальше идем к лестнице и поднимаемся на второй этаж. Здесь-то и начинается все самое интересное. С левой стороны находится стенд, рассказывающий о произрастающих редких растениях в Хибинах, такими как лапландский мак, ареал которого ограничен центральной частью Кольского полуострова. Кстати, некоторые северные растения вполне могут прижиться и в средней полосе. Так что если у вас есть где украсить газоны, рекомендую найти саженцы и посадить. Ведь растения из-за полярного круга одни из самых выносливых, при этом по красоте они совсем не уступают южным. Разве что влажности требуют больше. Буквально напротив находятся залы номер 4 и номер 5. Это геология Хибин и Кольского полуострова, туда-то мы и отправимся. В этих залах размещена солидная коллекция различных минералов. Их количество настолько большое, что глаза просто разбегаются. В Хибинах насчитывается около 600 минералов, примерно 5000, о существовании которых известно в мире. Можно гулять здесь и рассматривать их часами. Каждый экспонат интересен и красив по-своему. Особенно запомнились большие куски слюды, стенд с аметистами и огромный аммонит, которому, судя по записям, аж более 90 миллионов лет. Аммонит – это раковина древнего головоногого моллюска. Раковины некоторых аммонитов достигали более 2 метров в диаметре. Ученые подсчитали, что если размотать витки самой крупной найденной раковины аммонита, ее длина составит около 10 метров. Одним из первых окаменевшие раковины аммонита описал римский ученый Плинтий Старший. Он дал им название Аммониус Корнуа, дословно «рога Амона», в честь египетского бога солнца Амона-Ра. Кстати говоря, в этой поездке мы посещали месторождение аметистов. Место на берегу Белого моря, где аметистовые жилы выходят на поверхность земли. Аметистовый берег – сказочно красивое место, обязательно смотрите про это фильм. Ссылка на фильм в подсказке и описании к видео. Дальше проходим в зал номер 6. Этот зал посвящен подземным горным работам. Здесь можно наглядно ознакомиться, как устроены рудники. Погрузиться в атмосферу помогает звуковое сопровождение у каждого стенда. Также здесь есть интерактивные стенды, наглядно показывающие работу современной горнодобывающей техники. Проходим в зал номер 7. Этот зал нам рассказывает про открытые горные работы. Здесь размещены макеты кировского филиала АО «Апатит», демонстрирующие технологии открытых способов добычи руды. В стеклянный пол вмонтирован макет восточного рудника. Также в этом зале есть экспозиция, рассказывающая об истории лавинной службы кировского филиала «Апатит». Как говорят в известном мультфильме, Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь. Это почему же? мало руду просто добыть, ее еще нужно и обогатить. Проходим в зал номер 8. 3 основных этапа. Первый этап – дробление, измельчение и классификацию измельченного материала по крупности, то есть рудоподготовка. Второй этап – флотация, то есть извлечение полезного компонента. Третий этап включает в себя сгущение, фильтрацию и последующую сушку продукта перед его отправкой заводом-потребителям. Весь процесс переработки горной массы полностью автоматизирован. Фабрики работают круглосуточно. Итак, руда поступает на апатит нефилиновые обогатительные фабрики с рудников в железнодорожных составах.
Самоопрокидывающиеся 105-тонные вагоны Домкары разгружают руду в рабочие полости дровила крупного дробления. Размер руды может достигать 120 сантиметров. Далее руда проходит 3 стадии измельчения в корпусах крупного, среднего и мелкого дробления. В настоящее время обогащают руду на двух фабриках – АНОВ-2 и АНОВ-3. АНОВ-1 закрыли в 1992 году из-за совершенствования экологических стандартов, которым фабрика АНОВ-1 перестала соответствовать. Нагулявшись по второму этажу музея, поднимаемся на третий. Здесь расположилась экспозиция «Быт и нравы Российской империи». В зале представлена огромная коллекция самоваров, от самых простых до самых редких. Здесь мы узнаем историю самоваров и их устройства, а также знакомимся с традициями и особенностями чаепития, бытовавших в 17 и начале 20 веков. Так, например, дворяне и аристократы старались копировать английскую чайную традицию. Чай был поводом для общения и поддержания светской беседы. Для крестьян же чай становится доступен только к середине 19 века. До этого времени чай был роскошью и требовал немалых затрат. Отсюда и пошло выражение «побаловаться чайком». Купеческий чайный стол поражал многообразием закусок и сладостей. Мещане сопровождали чаепитие песнями под гитару. В монастырях часто вообще запрещалось употребление китайского чая. Его считали возбуждающим напитком и заменяли чаем из Кипрея. И, пожалуй, изюминкой Кировского музея камня считается экспозиция «Из недр земли в атмосферу». Организована она в башне музейно-выставочного комплекса. Это одно из первых каменных зданий в Кировске, построенное в 1932 году. Многие годы она выполняла функцию пожарной каланчи, однако со временем необходимость смотровой башни отпала, после чего долгие годы башня пустовала. В 2006 году в башне произвели реконструкцию, она стала часовой башней и узнаваемой достопримечательностью города. А в 2016 году башня и вовсе обрела новую жизнь. В ней и открылась экспозиция «Из недр земли в атмосферу». Это эксклюзивная экскурсия, проходящая нестандартно по горизонтальным залам, а в полном соответствии названию «Из недр в атмосферу» вертикальной проекции, с подробнейшим рассказом об устройстве нашей родной планеты, сопровождающимися физическими эффектами, благодаря которым посетители погружаются полностью в атмосферу происходящего. К великому сожалению, в этот раз нам не удалось посетить данную экскурсию. Все дело в том, что она проводится только по предварительной записи и в определенные дни, так что если поедете сюда, имейте это в виду и обязательно запишитесь. Ради этой локации готов вернуться сюда еще раз. Кстати говоря, посещение этого прекрасного музея абсолютно бесплатное, в отличие от музея археологии на Розе Хутор, где большинство экспонатов на стенах нарисовано, но об этом в другой раз. После музея мы решили прогуляться в горы, подышать прохладным горным свежим воздухом, а то на улице жара такая, совершенно несвойственная для этих мест. ЧС смс-ку прислала. Ожидается плюс 30-32 градуса в Мурманской области. Все знаете почему? Потому что в этом году я сбрил усы и бороду. А в прошлом, 19-м, когда вот шел снег в июле, я был бородатый и усатый. Вот он и чё. Доходим до подножия горы и обнаруживаем, что подъемник остановлен на ремонт. Ну, как говорится, вижу цель, не вижу препятствия. До Айку Айвенчор мы решаем пойти пешком. Подъемник не работает, поэтому пойдем пешком. На ту гору мы пойдем? На ту, да? Вот это? Хребет который? Ага. Ладно. Фу, жара дикая здесь. Сложнее всего в этом подъеме было, пожалуй, пролезть первый километр. Здесь достаточно крутой подъем, а из-за того, что растительности почти нет, с каждым дуновением ветра поднимается пыль, которая непременно летит в нос. Кировск. Подъемники не работают. Пришлось подняться пешком. На плане. Старый подъемник. Фу. Наверное, сейчас... Сколько сейчас градусов, как думаешь? Очень жарко.
рядом с Мурманском. Еще очень сильно осложняет подъем жара за 30 градусов и кровососущие насекомые. Но поднявшись на плато, виды отсюда нивелируют все неудобства, и оно того стоит. Пройдя немного дальше, относительно комфортная тропинка заканчивается. Ну а мы продолжаем гулять по хребту и наслаждаться видами. Здесь широко пошли. Че, полезем дальше? Ну, полезем. Ладно. В принципе, мы прошли 2900 Прекрасно. за час. Вдоволь нагулявшись, спускаемся с горы, успеваем под закрытие зайти в продуктовый магазин, купить продуктов, чтобы перекусить, и отправляемся в гостиницу спать. Ведь завтра предстоит продолжить путь. Все вроде бы прекрасно, но здесь есть одно небольшое но, так что прогулка наша непреднамеренно продолжилась. Короче, мы сегодня ходили гулять, вот куда-то вот туда вот лазили на гору. 3 километра туда, 3 километра обратно. Спустились, сходили за кефиром в магазин. Начали вызывать такси. А такси в этом городе нету больше, все. После 10 часов вечера такси в этом городе нету. И мы теперь идем пешком вдоль вот этой вот какой-то стрёмной дороги. 10 километров. Нам осталось совсем чуть-чуть. Так что вот так. Перед отъездом решили немного прокатиться в горы. В очередной раз насладиться видами. Мы можем перед Мурманском, кстати, туда съездить. Куда? На мотике сесть и съездить. Давай. В горы. Но там бездорожье. Нет, Ну такой грейдер. не с пробитой подвеской. Ну что там такой ровненький грейдер. Да. Жаль, что на нашем загруженном мамонтенке, к тому же еще и с подорванным тросом сцепления, особо не поколесить по серьезному бездорожью. А было бы интересно прокатиться до Куальпур. В этом плане завидую белой завистью ребятам на легких эндуриках, которые вполне легко пробираются в самые красивые и труднодоступные места. Но в нашем случае, при выборе много и быстро везти или иметь возможность заехать дальше в дебри, наш вариант однозначно первый. Так что Honda Varadero полностью оправдывает себя в семейных путешествиях с возможностью выехать немного дальше за предел асфальта, а иногда и не немного. Следующей точкой нашего маршрута будет Мурманск. Там мы немного подремонтируемся и отправимся дальше в Терриверку, где непременно посетим парочку инфернальных мест. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и в скором времени смотрите продолжение. Будет интересно. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч. Я чуть ли в зеркало сейчас не зашел. Сука. Че? Сел. Возьми. Давай.